Всем привет! Сегодня будем делать звукоизолированный потолок в сталинке. Причем балки, вот эти потолочные, желательно не трогать. То есть у нас тут ямки, это сначала была одна предварительно идея по схеме сборки, но оказалось, что все не так просто после консультации со специалистами. В общем, они сказали, что кое-что сверлить можно, но исключительно безударным способом. Вот эти ригеля бетонные, это такой очень твердый, хороший бетон, а потолочные балки помягче. И они узкие, Т-образного сечения. В общем, наша задача сделать потолок со звукоизоляцией. То есть вот такая будет примерно схема сборки. Вот это вот базовый потолок. У нас будут сдвоенные балки из перегородочного профиля 75 миллиметров. Такие вот. Это силовая конструкция. Потом сверху будет у нас один профиль CD поперечный. Скрепляется с ними саморезами. Вот этот профиль поперечный будет держаться в потолке на виброподвес. Это вот по центральной линии. Потом сверху у нас будет ковер ТЗИ. И между профилями плиточная вата акустическая. Вот. Плюс еще по периметру у нас, когда пойдут профиля, здесь у нас будет еще два слоя демпфер. Гипсокартон. Тоже два слоя. Этот акустик синий. Это 12,5 миллиметров. И второй слой влагостойкий. Тоже 12,5 миллиметров. И вот эту всю конструкцию надо красиво подвесить. Плюс еще на профилях у нас тоже вибролента. На этих и по периметру. В общем, сейчас мы занимаемся тем, что отбиваем уровни сначала для ленты, а потом для профиля. Дело в том, что лента, вот этот демпфер, он перекрывает первый слой гипсокартона. То есть он должен быть на 1,3 см ниже профиля. И первый слой гипсокартона акустического подходит к ленте. Вот так вот. Поэтому у нас разные уровни здесь. Для профиля и для демпфера. Сейчас мы вычислили уровень потолка, чтобы у нас поместился 75-й профиль с ковром. И уже внизу делаем еще одну отметку. Это для профиля. То есть от лазера мы берем вверх. Ну, допустим, 9 сантиметров мы себе сделали такой, типа шаблона. Вот. Уровень профиля, уровень ленты. И еще одна отметка. Будем по рулетке мерить от нее. Вверх 9 сантиметров и засверливать профиль. Ну и заодно потом надо будет вывести все эти провода через гипсокартон. Все светильники здесь накладные. Ну, в принципе, у нас первый уровень есть для демпфера, и мы его приклеиваем. По стене мы можем его прикрутить саморезами по краю, а вот на бетон надо будет его приклеить. Вот, это демпферная лента в два слоя.
она из стеклохолста сделана. Теперь по вот этим меткам, которые у нас обозначены крестиками в кружочках, будут сверлиться дюбеля по ригелю безударным способом, а по стене обычно перфоратором. Вот этой линии 9 сантиметров вверх у нас находится направляющий профиль УВ 75. В общем, сверлимся здесь, сверлимся тут, а потом занимаемся ригелями. По ригелю расстояние между дюбелями больше, чем по стенам. Здесь мы забуриваемся шагом 60 сантиметров. И реально это очень долго. Одно отверстие занимает 20 минут. Приходится проходить его несколькими сверлами. Это вот на 4 и перо на 6 с охлаждением. Я так чувствую, что у меня не хватит терпения одну сторону закрутить полностью. Причем у меня сильное подозрение, что и сверло может улететь где-то на полпути. Поэтому я сделаю так, чтобы возможные форс-мажоры не мешали мне продолжать работу, например, по сращиванию профилей. Поэтому закручивать периметры мы будем параллельно. С одной стороны 3 метра, с другой стороны 3 метра. Сверление мы пока временно прекратили. Передышка. В общем, сращиваем профиля и устанавливаем их на примерные места. То есть пока разметки нет, ориентировочные, через 40 сантиметров. Сдвоенные балки — это ЦВшка 75, которая скреплена саморезами. В оригинале она сращивается шагом 20 сантиметров. Саморезы идут по краям профиля. Но мы добавили еще по той стороне, на которую ляжет гипсокартон, еще один промежуточный саморез. То есть здесь они в 2 раза чаще, здесь как обычно. Параллельно с установкой сдвоенных профилей можно наверх закинуть и усилитель. Это профиль CD 06 Knauf. Он пойдет во всю длину этой комнаты. Продолжаем засверливать периметры. Вот так, чередуя безударное сверление крепкого бетона и отдых в виде скручивания двутавровых балок, мы закончили все периметры. На данном этапе мы отстегнули все провода, которые нам мешают. Потом мы их вернем на место. С профилями у нас все. То есть с каркасом на потолке. Это основная силовая сетка из сдвоенных профилей. Она стоит шагом 40 сантиметров, и мы везде удачно попали мимо светильников. Наверное, еще один профиль мы поставим вдоль окна. На расстоянии примерно 20 сантиметров. Ну, это для штор. Будут они или не будут, это не факт. Но пускай профиль там стоит. Профиля пока не закреплены на саморезы. Сейчас мы их прикрутим. Уже точно выставим под размер. И после этого можем затащить ковер ТЗИ наверх. Ну и кроме этого нам надо присверлить на виброподвесы профиль поперечный, который идет сверху. Вот в эти ямки мы будем устанавливать подвесы. Так, профиль поставили дополнительный. Все провода подвязали, как они были, на стяжке. И сделали разметку для светильников, потому что все светильники надо вывести через ковер ТЗИ, через вату и через 2 слоя гипсокартона. Ну, теперь можно затягивать туда ковер.
теплозвукоизоляции. Шириной он 1,50 м. И у нас получается потолок из двух половинок, слева и справа. Стыкуется практически по центру. И по центру же у нас идет и профиль вот этот поперечный. Довольно непросто затащить сразу целый кусок. Но ничего, вроде идет потихоньку. Одна полоса на потолке. Провода вывели. Все нормально. Теперь надо следующую затащить. Вот здесь. Я так подумал, что если получится, то, может быть, даже ее лучше пустить внахлёст на первую, а потом добавить кусок сбоку. Следующий этап. Теперь нам надо засверлить подвесы, виброподвесы на поперечный усилитель. Для этого мы раздвинем ковры от середины в сторону, прихватим профиль, CD-шку, которая сверху, сделаем разметку под виброподвесы. Потом подвинем профиль и засверлим отверстие. Попутно мы можем сделать еще одно действие, которому ничего не мешает. То есть наклеить на профиля акустическую ленту. Так выглядит потолок перед сверлением отверстий для подвесов. Разметку мы уже сделали. Виброподвес — это вот такая штука. То есть в нашем положении он будет стоять вот так. Отверстие получается под профилем. Мы разметку сделали. Сейчас профиль уберем в сторону и будем сверлиться. Тоже пером на 6 мм. Прикрутили подвесы. Тут, кстати, можно использовать только пластик, но держится он прекрасно. И продолжаем заниматься ТЗИ. Первый ковер мы расправляем просто ровно, он достает до подвесов. Второй ковер перетягиваем через профиль, через подвесы внахлёст, сантиметров примерно на 20. Итак, с большим ковром мы закончили. То есть сделали нахлёст, подвесы продели сквозь него, подвинули профиль куда надо. И теперь нам надо провода еще вытащить. Вот это по центру и вот тут вот по кругу. После этого добавим еще дополнительную полосу сбоку. Это, конечно, будет намного удобнее делать, чем по центру, потому что расстояние по высоте возле стены больше, возле ригеля. Ну а затем нам надо будет поперечный профиль прикрутить к силовым профилям на 2 самореза с каждой стороны. С ковром поверх каркаса мы закончили. И сам каркас укрепили до конца. То есть верхнюю CD-шку мы прикрутили саморезами к сдвоенным профилям. И все это прихватили к подвесам. Далее мы будем совмещать сразу два действия. Во-первых, установим перемычки под будущий стык внешней обшивки. И во-вторых, минеральная вата. Это плиточная акустика толщиной 50 мм. Надо ее аккуратно нарезать и вставить между профилями. Почти готово. Мы закрыли основную часть потолка ватой, оставили только те места, где у нас будут перемычки. Потому что сначала надо поставить железо, а потом к нему подходить ватой с двух сторон. И по центру у нас будут еще 2 усилителя. Для такого необычного каркаса перемычки тоже необычные. Они не крепятся саморезами.
и для них не надо разгибать полку у профиля. То есть держатся они сами по себе. Я поставлю несколько штук, а потом на примере вот этих, то что по центру, покажу, как они выглядят и как цепляются вообще. Закрываем ватой остатки. И по центру у нас уже есть одна перемычка. Нужно вторую поставить. То есть они две вокруг провода. Вот на их примере, на примере одной перемычки я покажу, как она выглядит. Вот. Два лепестка, загнутое донышко между ними. С другой стороны то же самое. Вот эта часть помещается между силовыми профилями на потолке. Лепестки ложатся на профиль. А потом внутри бортика вот эта часть разгибается изнутри. И получается, что он держится как вилка. Это лучше нарисовать, наверное. Вот, это будем считать у нас силовой профиль на потолке с вот такими загибами. И мы эти загибы не режем, не делаем ровную полку, они вот так остаются. А перемычка у нас стоит вот так вот. Здесь внахлёст, а здесь у нас согнутое донышко идет вот так. И получается, что саморезы здесь не нужны, потому что перемычка вниз не падает. Она держится сверху. И вверх она не уходит, когда в нее что-то закручиваешь, потому что не пускают ее лепестки снизу. Поэтому ее можно просто вставить, и все. Внутрь перемычки мы также вставляем вату, чтобы не было пустого места на всей этой плоскости. Вот. Торец перемычки надевается как вилка на силовой профиль и благодаря своей необычной форме прекрасно держится. Как сделать такую перемычку, у нас есть отдельное видео, и на него будет ссылка в описании. Ну вот, в принципе, и все. С перемычками и с ватой. Тут у нас еще в углу остается одно место. Тут будет шкаф, и надо посоветоваться с электриками, куда лучше вывести этот провод. Но это мелочи. В принципе, мы можем зашивать гипсокартон первым слоем. Первый слой у нас акустический гипсокартон, синий. После прикручивания первого листа первого слоя можно сразу запечатать примыкание его со стеной специальным герметиком. Выглядеть он может по-разному. У нас есть несколько производителей, но суть у этого герметика одна – убрать звуковой мостик в примыкание гипсокартона и стены. Устанавливаем второй лист. В нем делаем отверстие и выводим провода наружу. Добавочные куски на первом слое гипсокартона не обязательно должны быть большими и одинарными. Мы просто закрываем плоскость. Поэтому можно использовать и меньшие по размеру куски в большем количестве. Главное, чтобы стыки между ними не попали на будущие швы второго слоя, внешнего. Примерно вот так это выглядит. Уже на этом этапе можно начинать подготовку к обшивке вторым слоем.
Ведь нам надо не только силиконом пройти стык гипсокартона и бетона, но и заделать заводской шов между листами, так, чтобы была ровная плоскость. Это нужно для того, чтобы убрать звуковой мостик в тонком месте, а во-вторых, сделать так, чтобы под листом второго слоя была опора. Иначе саморезы выломают гипсокартон с изнанки. Это делается простой смесью, без ленты. Продолжаем прикручивать акустический гипсокартон. Попутно заделываем стыки и швы. В принципе, в той стороне, где все готово, можно накручивать и второй слой гипсокартона. Второй слой у нас влагостойкий, то есть зеленый. Многие спрашивают, как крепятся вспомогательные планки для первого или последнего листа, который начинается от стены. Ну вот здесь как бы наглядно видно. Просто загибается край профиля вниз и к стене прикручивается. Постепенно закрываем потолок вторым слоем. Но не везде все так гладко. Вот здесь у нас стыковка будет добавочными кусками с двух сторон у первого слоя. Потому что здесь мы подходим к кривому ригелю и колонне. Подрезать лист под лампы, провода и кривой ригель одновременно – это достаточно неудобно. Поэтому мы себе задачу облегчили. Большой кусок у нас по центру, по бокам маленькие добавочные. Так дальше и продолжаем. Листы первого слоя, силикон, смесь и листы второго слоя. Осталось совсем чуть-чуть. Нужно вывести провод в заданное место и подогнать самый сложный большой лист, что у него и торец кривой, и много отверстий под светильники. Прикрутили последние два листа гипсокартона и закончили обшивку. Напомню, чем этот потолок у нас такой необычный и интересный. Во-первых, для каркаса потолка была использована монтажная схема, которая позволяет максимально отвязаться от базового основания. Теоретически можно было вообще не использовать подвесы, даже на двухслойной тяжелой обшивке. Во-вторых, потолок у нас звукоизолированный по многим позициям. Это демпферная лента под периметральный профиль, акустическая лента на силовой профиль, виброподвес, ковер теплозвукоизоляции сверху по каркасу, акустическая минеральная вата между профилями, двухслойная обшивка с акустическим гипсокартоном в первом слое и герметик в примыкании гипсокартона и стены. Времени это занимает достаточно много и стоит дорого, но для решения определенных специфических задач это вполне оправдано. А на этом наш сюжет заканчивается про сборку необычного потолка. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!